Когда мне было 12 лет, я ездил с концертами в детский дом. Был участником вокально-инструментального ансамбля и давал концерты обездоленным детям-сиротам. Я до сих пор помню, как дети в детских домах искали своих мам и пап. Не было ничего более трогательного, чем их ожидание долгожданной встречи, даже если она никогда не наступала. Они готовы были простить им все на свете, лишь бы быть вместе. Я не мог себе вообразить того, что через несколько десятков лет я окажусь в совершенно аналогичной ситуации, когда буду искать твоей любви. Порою мне кажется, что я недооценивал влияние дружбы или привязанности. Что движет меня к тебе? Уважение или безосновательная ослепленность твоей красотой? Может ли случиться так, что я ищу в тебе лишь прекрасную собеседницу, прелестную девушку, с которой приятно пройтись по улице? Стоит ли мне дождаться сперва встречи с тобой, чтобы только после этого судить о разумности моих желаний? А могу ли я уже сейчас, не дожидаясь логических доказательств, понять, что, по правде говоря, влечет меня к тебе? Насколько сильна степень моей близости к тебе? Хочу не оказаться несправедливым, вынеся себе окончательный вердикт, и предположить, что желание тебя – это всего лишь первоначальное желание не быть одиноким. Может, тогда мне стоит завести больше друзей? Но когда я не могу насладиться обществом людей, кружащихся вокруг меня, я понимаю, что одиночество давит мое сердце лишь потому, что именно тебя нет со мною. Ребенок, ищущий среди толп людей свою маму, ищет именно маму, а не продавца мороженого, не водителя трамвая. Это открытие полностью раздавило меня. Ведь получается, что не будь тебя со мною, я навсегда обречен оставаться жаждущим тебя. А когда я узнал, что детдомовские дети, повзрослев, все равно ищут своих родителей, роясь в десятках архивах, сверяя адреса, тратя годы на поиски, то я признал, что меня ждет то же самое. Откуда только эта сила желания черпается? Я думаю об этом до сих пор. В глубине души я чувствую собственную уязвимость и неиссякаемую наивность. Но я уже не могу остановиться. Порою я думаю, что если моей жизни не хватит для того, чтобы найти твоей любви ко мне, я продолжу ее искать после. Уже в другой жизни. Но обязательно продолжу. Мне не на что надеяться. Любовь к тебе зовет меня стать более совершенным, незаменимым, неотразимым, необходимым, чтобы быть единожды нужным именно тебе. Вот почему мне пришло в голову однажды сесть за эти письма. Детдомовский ребенок готов с первых же мгновений отозваться на голос мамы, даже если он никогда не знал ее голоса. И я буду называть тебя своей любимой, желанной и родной, даже если я тебя никогда не знал.